Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. При этом всегда призываю, будем реалистами, потому что ни один расклад не расскажет, не передаст все то, что вы чувствуете или что сейчас в вашей жизни происходит. Но допустить альтернативные варианты развития событий всегда есть смысл. Потому что наша жизнь не бывает как и полностью предсказуемой, так и быстро меняется сейчас. И до конца года, кто знает еще, что изменится и что придет в нашу жизнь совершенно неожиданно. Может быть, нам собственные какие-то принципы, постулаты еще придется пересмотреть в связи с новыми реалиями. И первая карта будет так называться: «Что важно знать». Что для вас вообще на этой неделе, какие энергии предпочтительны, или, может быть, сфера жизни наиболее активно будет проигрываться. Неожиданности. Что вам может помешать, или вот как карты видят, чему сейчас не время, мы смотрим энергии. И наоборот, что вам будет помогать, что для вас будет в плюс, что вас будет радовать. Дела, работы, бизнес. Первую карту мы с вами достаем, по сферам жизни смотрим. Энергия денег, личная жизнь и карта совет. Что же важно знать? Семерка мечей. Ну, как и против вас, какие-то хитрики могут быть, правда? Будьте внимательны. Семерка мечей выпадает. Это всегда свидетельствует о том, что мы должны быть осторожны. Мы не можем быть беззаботными. И буквально не оставляйте, допустим, на рабочем месте какие-то свои мелкие вещи на столе. Будьте, ну, где-то более прозорливыми, если кто-то заходит в ваш кабинет или вот где место вашей работы, как будто долго топчется, да. Посмотрите, не пытается ли человек, ну, как будто взять у вас что-то. Иногда бывают люди, которые в порядке вещей приходят, что-то берут с наших столов, мы об этом узнаем после, или словно глаз на что-то положили, а потом у нас что-то исчезает. Все-таки быть внимательному определенно стоит, а также сумочки, кошельки, пароли аккаунтов. Помните, что, увы, фишинг процветает, ну и скамерство тоже, увы. Поэтому где-то самого себя беречь, но и с другой стороны быть гибче. По этой карте мы ведь никому не говорим ничего. И если мы даже кого-то заподозрили в чем-то не очень красивом, мы ведь тоже сохраняем молчание. Поэтому быть хитрее, гибче, более внимательному, прозорливому, ну и где-то сохранять молчание, самого себя беречь. Неожиданности. Король жезлов – это ваша карта. Да, карта лидера харизматичного, но это тот лидер, который свои решения кому-то предлагает, но сам он практически не действует. Есть еще и какие-то по этой карте могут быть как предложения, какие-то новости. Может быть, это то, что вы хотите осуществить. Как неожиданность могут вам что-то предложить, и тогда вы будете скорее продумывать. Я не вижу действий по этой карте. Здесь, наверное, основные действия на самосохранение с учетом первой выпавшей карты. Стало быть, даже если вы слышите новость, нужно найти дополнительную информацию. А если вам что-то предложили, то тогда нужно продумать. А если есть ваш собственный план, ну, тоже не переходите к быстрым каким-то осуществлениям, а просчитайте что-то, составьте план минимум, план максимум, будьте готовы корректировать, что может помешать. Давайте посмотрим. Многозадачность какая-то, в принципе, может помешать. И, возможно, на этой неделе много людей, много информации, своеобразная какая-то вот путаница такая, из которой захочется выйти. Захочется выйти, это да, но скорее на этой неделе вот прямо так не получится. Но может помешать, когда вы где-то ослабите внимание. Вот конкретно так. Держите марку по десятке жезлов, карта усталости, то есть усталость где-то будет, и она вам может реально помешать. Но, видимо, это тот период, когда нужно слышать, как растет трава.
Есть то, что не определено. Вот конкретно семерки мечей нам говорят, что может быть чья-то чужая игра или обстановка. Пока невозможно определиться, что же вам будет помогать. По рыцарю жезлов мы готовы к любым неожиданностям. Ну, это очень в духе Овна. Это и движение. И я могу сказать, вот все предыдущие карты нас немножко останавливают от активности. А по рыцарю жезлов нам как раз говорят, будь готов к тому, что будет, возможно, тот момент, когда тебе придется куда-то быстро собраться, отправиться, или будь готов к любой новости. И это может быть та новость, которая, ну, ты ее совсем не ожидал. А от тебя каким-то образом либо потребуется действия, или включиться в какой-либо вопрос. И самому не активировать какую-то тему. Но и если приходит, правда, какое-то событие, известие, информация или какой-то факт, вам с этим нужно взаимодействовать и не отложить что-то на потом. И в то же время, как неожиданность, может быть, это то, что ну, для вас вы думали, такого не может быть. А вот по рыцарю жезлов тут все может быть. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Опять же, туз жезлов – это возможность. Это какая-то есть как решение или есть какая-то реальность для вас. И вы четко видите, что вы можете осуществить. Но действия, опять же, нет. По тузу жезлов это может быть своеобразный этап между прошлым и будущим. Но прежде чем какая-то ситуация отстроится, вам нужно дать как раз возможность, чтобы все встало на какие-то свои места. Но, правда, само по себе решение, оно есть. Может быть, есть и решимость к чему-то. Решимость заработать деньги. Или предложение какое-то поступает. Но сказать, что вы активничаете, опять же, по этой карте, я тоже не могу. Давайте посмотрим, что по деньгам. Вот очень интересный расклад. И пятерка жезлов, карта информационного хаоса. Все то, что я говорила до этого времени. Какая-то путаница и неразбериха. По деньгам, будьте с деньгами аккуратны. Пятерка жезлов – это люди, которые утром нам что-то пообещали, помощь, поддержку, участие, а к вечеру они о нас забыли. И не потому, что они это делают нарочно. Либо человек такой, не понадеется, ни ответственности не потребуешь. И неважно, сколько ему лет. Иногда проходят люди молодые, неопытные. Но иногда и зрелые люди тоже проходят. Поэтому тут надеяться надо на самого себя. Могут вас так пытаться вовлечь в какую-то игру. Это на самом деле по пятерке жезлов много шума. Но из-за чего этот шум, пока непонятно. Может быть, и по деньгам какой-то кипиш вокруг происходит. Но сохраняйте марку, сохраняйте свои финансы. Не раньше времени не поддайтесь импульсу действовать. И в деньгах тоже. Что же в личной жизни, интересно? Король чаш. Есть у вас какая-то поддержка? Часто по этой карте идут наши близкие. Может быть, и партнеры по браку. Могут быть и люди, с кем вы проживаете. Могут быть и родственники или родственники партнера. Ну, какая-то история. Но на личную жизнь тут как раз спокойная гавань по королю чаш. Единственный момент. Вам придется уравновешивать две как бы стихии. Денежную стихию и собственные эмоции. Эмоции, потому что если мы переложим на какой-то материализм или конкретику, и все предыдущие карты нам сказали нечего толкнуться, тогда это не то время принимать какие-то важные, может быть, решения. Странно достаточно, мои дорогие овны. И у нас вообще показан человек, который словно медитирует, он никуда не спешит. И все то, что я сказала, подтверждает карта. Интересная неделя. Хорошо, давайте откроем совет. 15-й старший аркан. Ох, как хочется действовать. Есть, может быть, и какая-то история, с которой вы совершенно не согласны. Но карта говорит, что если ты куда-то поспешишь, ты окажешься, как в оковах вот этого 15-го аркана. Ты можешь подписать, к примеру, какой-то документ, и на данный период времени ты не видишь, какую ответственность ты на себя берешь. Пройдет какой-то период, и может так статься, что ты окажешься словно
Вот как этот человек нам показан. Им дьявол, как марионетка, дергает за веревочки. То есть ответственность будет, помощи никакой. Или, может быть, ты где-то, если будешь действовать как прежде, или самонадеянным будешь. Здесь ведь невозможно пока определиться. Как будто что-то переворачивается, в какую сторону отстроиться еще пока не видно. Так вот, если начинать что-то или продолжать как самому по себе, опять куда-то пойдешь не туда, потому что ведет какая-то очень могущественная сила события этой недели. И чем все завершится, нам увидеть пока не дано. По крайней мере, нас карты все призывают не торопиться по какой-то причине, не поддаваться этому самому импульсу, не зависеть, понятно, от каких-то своих пристрастий, привычек. У кого-то может проиграться вопросы личной жизни, и здесь тогда тоже нужно баланс держать. Может быть, и есть страстное желание к какому-то человеку, ну, а может быть и желание заработать деньги. Туз жезлов может как раз говорить о том, что как, знаете, легкие деньги, азартные игры. Эх, сыграю. Нет, помните, легкие деньги опасны. Поэтому как и не согласиться на какую-то сделку непонятную, так и себя не ввергнуть в какой-то минус будет очень важно. Вот смотрите, карта звезда. Для вас будет очень важен какой-то последующий период, но вы пока еще его не видите. Не на этой неделе что-то может более четко отстроиться. Поэтому сохраняйте себя, ваши цели, ваши планы. Где-то об этом нам говорит карта. У тебя все получится. Но дай хаосу какому-то разобраться, Овен. Я хочу еще одну карту достать. Точнее, по одной. Мне вообще непонятно, если честно. Туз жезлов, чего это может касаться. Достаточно мелкие карты. Ну, какой-то праздник по деловой сфере у вас как будто будет. Но есть, видимо, какая-то неопределенность. Кто-то хочет получить должность, а на эту должность претендует кто-то другой. И вам нужно, значит, как-то по узкому коридору ваших возможностей так вот плавно, элегантно пройти. И это тоже не об активности. Но какой-то праздник, он как будто может быть. Что же тогда по деньгам? Что это означает? Пятерка жезлов и не пойми что. Какую-то ошибку вы не должны повторить. Вот четко. Как и люди из прошлого. Или какие-то просьбы из прошлого. Или какие-то траты, мои дорогие. Были уже, ну, где-то те старые грабли, которые вы находили. И, может быть, этот вопрос как раз денежный был. И вы не должны, ну, обновить какую-то свою оплошность. Что это еще? Вот как будто поспешишь, насмешишь сам себя, а у вас должна быть победа, понимаете? Вот если вы куда-то не поторопитесь, ваша победа обеспечена, а в каких-то деловых вопросах праздник. Вот правда, не будьте зависимы от собственных суждений, от собственных принципов даже, или от собственных желаний. Так, хорошо, а что еще тогда на карту совет? Карта любви. Это, безусловно, карта мира, гармонии, поддержки. И я могу сказать, король чаш в личной жизни. Может быть, личная жизнь, ну, даже если вы один или одна. Есть тот человек, как добрый друг. Прислушайтесь к его советам, не торопитесь. Вот действительно для вас лучше какой-то релакс, и тогда и праздник, и победа будет, нежели вы во что-то включитесь, а потом могут быть сожаления. Все то, что касается личной жизни, здесь как раз можно какой-то очень важный разговор, мои дорогие овны, по части личной жизни. Благоприятный период, это правда. Либо поговорить на чистоту, если есть что обсудить, для кого это актуально. Ну, а для тех, кто один или одна, может быть, самое время задуматься, чтобы не быть в гордом одиночестве. Потому что, ну, когда мы вдвоем, это совершенно другое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.